Сегодня хочу вам рассказать, как вяжется простая кокетка спицами. Это базовая модель. Дальше можно вязать как захочется. И ворот можно начать вязать с резинки, например, или еще каким-то другим способом. Можно потом надвязать тоже, опять же, как нравится, и продолжать. Можно связать и кофточкой, и платьем, и туникой, и с коротким рукавом, и с рукавом любой длины. Это на ваше усмотрение. Здесь я говорю, сколько вязала петель, сколько набирала, как дальше. Но дело в том, что вы можете вязать на свой размер, под свои нитки, на свое усмотрение. Главное, чтобы ворот прошел через голову, начинался с петель, количество которых делится на 3, а затем будете просто смотреть примеркой, сколько добавить, или вязать, как вот я вязала, в конце просто без прибавок, потому что в ширину у меня было достаточно, а в длину еще не хватало. Длина вот этой кокетки до разделения, опять же, тоже смотрите по фигуре, по размеру, но должна быть сантиметров 20-25. А в остальном примеркой. Вот и все. А дальше подробно расскажу, как вязала. Да, хочу сказать, что мастер-класса дальше по этой кофточке не будет. Я уже распустила, потому что мне просто не хватало ниток. Это базовая модель. Там даже уже не интересно, просто вяжем вниз. И я, конечно, такие модельки обязательно буду вязать. Я буду вязать спицами номер 4. Вяжу я слабо, поэтому я думаю, они подойдут. И набирать буду при помощи крючка. Мне нравится этот метод. Формирую первую петлю, завожу нитку за спицу, подхватываю рабочую нить крючком и провязываю через эту первую петлю. Я много раз показывала этот способ, но решила еще раз повторить, чтобы вы не искали где. И так вот нитку завожу, провязываю, завожу, провязываю. Дальше я проверяю, чтобы цепочка не перекрутилась. Пришла к выводу, что надо короткие спицы все-таки купить для таких случаев. И сейчас вот поменяю местами. Опять же, вот неудобно, что спицы такие. Первую и последнюю петлю, как я всегда делаю это последнее время, чтобы здесь вот не было заметного стыка при соединении. Я меняю местами первую и последнюю петлю. Так вот. И оно такое плотненькое соединение становится. Так, проверяю, чтобы ниточка была сзади. Вешаю маркер. Это будет начало ряда. И 6 рядов я буду вязать лицевыми петлями. Так. Просто лицевыми. Итак, у меня было 84 петли, и в 7 ряду я провязала 6 рядов лицевой гладью, все петли лицевые по кругу, и в 7 ряду буду вязать 3 петли лицевыми, 1 накид, 3 лицевые, так, раз, два, три, 1 накид. И так до конца ряда. И следующие 6 рядов, я довязала этот ряд до конца, я снова буду вязать лицевой гладью. Накиды буду провязывать так, чтобы они были открытыми, то есть не перекрещенными лицевыми, а вот обычными, чтобы у меня здесь была дырочка.
Конечно, если хотите, можете закрывать, если не хотите, чтобы такие дырочки были. Итак, я вяжу дальше 6 рядов лицевой гладью, то есть все петли лицевые. После 6 рядов лицевой глади я снова буду вязать ряд с накидами. Но если я здесь вязала через 3 петли, то в этом ряду буду вязать накиды через 4 петли. Раз, два, три, 4, накид. Раз, два, три, 4, накид и так далее. После этого ряда снова провяжу 6 рядов лицевой гладью, то есть развяжу по кругу все ряды, все петли лицевые, и буду вязать в таком ритме до тех пор, пока кокетка не достигнет нужной длины. Сейчас поясню, как буду вязать. Вот здесь я прибавки, то есть накиды, делала через 3 петли, дальше через 4, 6 рядов через 5 петель, накид, 5 петель, накид, снова 6 рядов лицевой глади и ряд накиды через 6 петель, 6 лицевых накид, 6 лицевых накид, и до тех пор, пока длина кокетки не станет нужной длины. Какая длина нужна, лучше определить примеркой. Для взрослых это сантиметров 25, а так как я вяжу на девочку, то я буду дальше уже смотреть, примерять. Ну и все. Вяжу кокетку. Моя кокетка наконец готова. Сейчас подробнее расскажу, как я вязала. Так, сколько было прибавок? Раз, два, три, 4. Между этими прибавками по 6 рядов лицевой глади. В первом ряду прибавок, то есть вот эти отверстия с накидами ряд, я вязала через 3 петли лицевые, затем через 4, 5 и 6. А дальше я связала удвоенное количество рядов, то есть не 6, как вот здесь, а 12. То есть я здесь больше расширения не делала, потому что у меня в ширину уже было достаточно, а вот в длину в эту кокетки мне еще нужно было подвязать. Все это нужно измерять на или по готовому какому-то изделию, или на человеке. Но, по крайней мере, легко определить можно примеркой. Я уже не говорю про выкройку, потому что сама не умею делать. И вот я все вязание по окружности разделила на 4 части. То есть выделила рукава. Здесь вот начало ряда. И дальше вот идет рукав. На рукава у меня по 36 петель, а на спинку и перед по 62. Всего по окружности 196 петель. Итак, здесь вот спинка, 62 петли. Здесь вот снова рукав и там перед. А сейчас я хочу связать росток. Можно не вязать, но лучше связать, я думаю. Так, вот это у меня спинка. Я еще раз смотрю, что она пошире, чем рукав. Так, надену маркер на всякий случай. И провяжу еще один ряд лицевыми. У маркера поверну и буду вязать изнаночными. То есть я буду сейчас вязать не по кругу, а поворотными рядами. И провяжу так 4 ряда в общей сложности, чтобы спинка была повыше. Это будет росток.
Я связала 5 рядов только на одной спинке. Вот у меня как получилось. Небольшой росток, но все-таки он есть. И сейчас вот рукава у меня выделены, петли рукавов. Я закрою их. Закрою на вспомогательную нитку, потому что потом хочу их все равно как-нибудь обработать. И при помощи вот крючка можно взять другую спицу, но мне удобнее крючком. Закрывать я буду свободно. Все петли. Так как я заранее разделила на рукава и петли туловища, то ничего считать не надо было, я просто довязала до маркера, то есть закрыла петли. И сейчас это у меня рукав, как я уже говорила. Для подреза я наберу 8 петель и между ними поставлю маркер. 1, 2, 3, 4. Еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. Дальше провяжу петли переда лицевой гладью. Я буду вязать снова до маркера. Так, где же он у меня? Потому что я заранее все это разделила. Вот маркер. Второй маркер показывает окончание рукава. Я снова дошла до рукава, до второго, и сниму, вернее, закрою петли рукава точно так же, как закрывала петли первого рукава при помощи крючка. Можно взять другую спицу. Так. И буду вязать до маркера. А затем снова наберу 8 петель и в середину поставлю маркер. Я набрала 8 петель для подреза для второго рукава. И сейчас буду вязать по кругу. Тоже лицевой гладью. А дальше просто вяжем по кругу. Рукава можно оставить так, если жилет или сарафан. Можно вязать, продолжать рукава. Ворот тоже можно начать, допустим, с резинки или обработать потом дополнительно. Но мне нравится и такой ролик. Вот я показала вам способ, как вязать кокетку легко и красиво. Правда, изделие я довязывать не буду, но это такая базовая модель. Если нитки красивые, можно вязать просто лицевой гладью. Если однотонные, можно придумывать разные узоры, какие вам нравятся. Очень простой способ. Я решила показать эту кокетку. Может быть, кому-то пригодится, может быть, кто-то уже начнет вязать.